Всем привет! Не полететь ли мне в Дубай, подумал я в начале этого ролика. Посмотрим, кто тут что предлагает. О, есть какая-то Ильюса. Это будет бриллиантовый январь на 7 дней за 10 тысяч рублей. Да, вы не ослышались? Звезда, которая жопу рвет из своей копейки, будет дальше рвать свою жопу, да? Воскресенский тур, все включено. Вы это любите. Всего за 40 тысяч рублей на одного человека. Новый тур под названием «Приеду с детьми». 120 тысяч рублей на 5 человек. Тур выгодный за одного человека. Вы оплатите всего 20 тысяч рублей. Кто реально хотел проверить, для вас тур. Детектив тур. Стоимость на одного человека 20 тысяч рублей, на двоих 39 тысяч рублей. Что включено? Перелеты, Детектив-тур, говорите? проживание Я готов к поездке. Поехали. и 2 завтрака. И да, этот тур купить у вас есть всего буквально 3-4 часа. Дальше оплата не принимается, и этот тур будет закрыт. Тур «Новый год в Дубае» за 60 тысяч рублей. Охереть, да? Прибыльно сейчас быть турагентами, я смотрю. Ребят, путевки можно продавать по 10 тысяч рублей, по 15 тысяч рублей. Вот, Ильюса есть, предлагает. 35 тысяч рублей, но уже без трансфера. Блин, без трансфера за 35 тысяч, перелет, все проживание, не, надо с трансфером. В общем, некая Ильюса, уроженка Казани, прилетела со своим муженьком в Дубай. Трансфер и перелеты с пересадкой 7 килограмм ручная кладь. Бронируйте на одного человека. 35 тысяч. Живет в адресе рядом с Машуровым. Из S-групп, видимо, магнитиками притягиваются. И, соответственно, впаривает у себя в инсте путевки по 10, по 15, по 35 и по 35 тысяч рублей, где все включено, кроме трансфера, на чем очень часто делает акцент. Чтобы люди такие, блин, трансфер не включен. А сколько трансфер стоит? 10 тысяч? О, а путевка 35 с перелетом, да? Люди не задумываются о том, что нет таких перелетов. Самый дешевый перелет, чтобы слетать только в один конец, сейчас стоит, если за 3 месяца покупать, 1025 рублей, не больше. Победой. Не меньше. Я не больше сказал? Спасибо тебе, Варлуш. Проживание. Она показывает вот этот желтый дом на пляже GBR и говорит, что это премиум. В общем, это не премиум, но этот не премиум стоит на месяц минимум 500 000 рублей. Это минимум. И она предлагает за 35 тысяч вместе с перелетом, с едой. Ну ладно, еду, например, она там какого-нибудь доширака супчика заварит. Но, ребят, я вам точно говорю, ни один туроператор не может себе этого позволить. Поверьте мне, человек, который сюда прилетает, отдавший последние свои деньги, сюда, когда он прилетает, он получает в 10 раз больше, чем он отдал, поверьте мне. Мы навели небольшие справки. Итак, Хайруллина Гульнас Ильгизовна. Мне сказали пострадавшие, что это их мозг их турагентства. Якобы я там главарь секты, якобы я там человек, главарь пирамиды. У меня моя сфера ответственности именно в этом, как говорится, проекте, вот, как сказать, моя сфера ответственности – это организация. Это не Дубай, тут зелень, это Калуга. Кто сказал, где написано? Да везде, это улица написана русскими словами. Это твоя правда, есть моя правда. У каждого своя правда, это Дубай. Ты сказал, что это Бурдж-Халифа, это не Бурдж-Халифа, это просто какая-то херня. Где написано? Где написано, что это херня? А что ты врешь? Где песок? Это Дубай. Нет. Я тебе сказал, 5 минут до пляжа. Первая береговая линия. Ты обещал 5 звезд, все включено. Паркинг. А Ламборгини? Где Ламборгини? Где эти машины? Посмотри, это маршрутки Трансфер ездят. оплачивается отдельно. 10 Маршрутки, тысяч. трансфер, это 10 разное. тысяч. Трансфер 10 тысяч. Вы Здравствуйте. С вами оператор. Все включено, кроме трансфера. Мы находимся с вами в Дубае. Это один из наших клиентов, из наших гостей. Вам нравится, да? Здесь нравится, да? Вы мне обещали Дубай, это что? Я Дубак. 35 тысяч отдал за что? За Дубай. В Дубай яхты. Я весь в мурашках.
Обещали 40 градусов. Посмотрите, посмотрите. Это у тебя этот, как его, ну, когда... Ну, Лихорадка, да? Нет, подожди, блядь, забыл я. Когда прилетаешь, и у тебя потом... Акклиматизация. Да, ну вот Да, ты знаешь да, ответы, да, еще да, спрашивают у меня. да. Вот не люблю этих гостей, все им не нравится. Главное, деньги-то все вот это дешево. Да? У него своя правда, у меня своя. Вырывает из контекста, идет. Обещали Дубай, приходится в этом дубаке греться об трубы. Это новые технологии, метро. 3 минуты до Абу-Даби. Вон туда, к солнцу. Пойдем на пляж, покажу тебе, что к чему. Первая береговая, тебе что, не нравится? Обещали девушки всякие красивые, Вот, пожалуйста, эскортницы, там, вот. туда-сюда. Можешь обратиться. Что ж, вы приехали у нас? Откуда? Мы приехали из города Набережные Челны. Условия очень хорошие. Мы здесь живем втроем в этих апартаментах, кондиционер. Вообще, еды, знаете, настолько много, что мы не можем ее съесть. Вот 32. В октябре ждем их знакомых 32 человека в октябре к нам. Человек, не побывавший здесь, да, и вот такое говорить, я считаю, что это глупо. Вот мы прямой пример, да, то, что действительно мы побывали, да, и я сейчас всем рекомендую. Не надо слушать кого-то, верить. Это оживленная трасса Дубая. А это сафари-тур, да? Джипы едут? Да, Да. да. В Дубае все просто. Для перехода надо нажать кнопку. И даже по-русски пишется «ждите». По-русски. Прочитайте. Пойдем. Переходим дорогу. Феррари, Ламборгини, все здесь. Я же обещал, 5 минут и мы здесь. С вами Эндрюса. Все включено. Вы же видите сторис Илюсы, вы видите, что у нас постоянно люди есть. А если бы мы были мошенниками, нам было нечего показывать. Всем огромный привет. Я очень рад, что мы вырвались из осенней Казани сюда, в Дубае. Солнце, жара, тепло. За все это хочу сказать спасибо Илюсе и Рушану. Они организовали это все, придумали. Нравится? Нравится, но это не На Дубай. камеру скажи, что нравится. Это не Дубай. Покупайте, у нас еще есть путевки по 5500 Я рублей. 35 тысяч отдал. За что? За тур, все включено. Это дорого? У нас бесплатно в тур в Калугу. Только трансфер сам оплачивай. Девушки, салам алейкум. Вот, отлично. Можно вопрос вам задать? Вот вы поверите в такое? Уже начиная с февраля начинаем запись, да? Февраль у нас уже тоже практически полный. Вам сейчас предлагаем Total, все включено. Все включено у нее. Где реально все включено. И трансфер, Дубай. и трехразовое ОАЭ. питание, 35 тысяч, смотри, и трансфер. перелет, проживание. Перелет, проживание. Всё Семь включено. дней, все включено. Вчера смотрели 120 тысяч. рублей на 120 тысяч. Да. А меня развели за 35 рублей, Вот я его привез привезли. сейчас в Дубай, он мне не верит. Говорит, холодно. Я говорю, первая береговая линия. Пляж. Пляж. Все включено, трансфер. Получается, что я его обманул? Это я, конечно, ничего не знаю. Одно лицо. А ты говоришь, не надо. Короче, даже. это вранье, да, по-вашему? Ну, за 35 тысяч не повелись бы, да? Давайте 35 тысяч. В течение года буду отдавать. Не верит молодежь. Да, я скажу, что постанова. Постанова, Да. конечно. Ну смотри, даже в платке меня узнали. Видел? Я и говорю, сразу признали своего. Я не собираюсь оправдываться. Смысл? Все те, кто знают правду, знают правду. У нас тоже, я говорю, у нас целая армия туристов, если на то пошло, которые смогут нам четко, там, я не знаю, так сказать, так сделать. И среди них тоже есть и прокуроры, и полиция, и адвокаты. Все есть, поверьте мне, и у нас есть вся информация. Кто, что, где пишет. У нас есть везде свои люди. Мы звоним первой пострадавшей, которая заплатила деньги за турпоездку, но не срослось. Сейчас все узнаем. Меня зовут Гульназ, да, я из Казани. Из Казани. Скажите, пожалуйста, как вы узнали вообще об этих турпутевках? То есть откуда вы узнали эту информацию? Я подписана на блогера, я честно не помню, как я на нее попала, по-моему, после каких-то... У них же у блогеров бывает такое, что они друг друга рекламируют, и тут мне стало интересно, что за это молодые люди. Подскажите, а они поначалу не снимали вообще про турпутевки ничего, да? Просто был обычный контент блогерский? Поначалу они про переезд снимали, то есть здесь они в Казани принимали участие
на шоу «4 свадьбы», когда они еще в Казани были. В Казани позиционировали себя как блогеры. Потом, после переезда, они там что-то хотели купить какую-то фабрику, я там мельком смотрела тогда еще только, что-то у них не получалось. И вот потом они придумали вот эту вот схему с турами. Что было последней каплей моей, да, доверия этим людям, так скажем. Съездили у нас в Республике Татарстан, есть очень популярные эстрады, так скажем, я не буду называть их имен, но я думаю, все поймут, о чем я говорю и о ком я говорю. Они тоже очень хорошо рекламировали, так скажем, у себя на страницах в Инстаграме, оставляли их ссылки. То есть это ни для кого не секрет, это до сих пор в общем доступе, можно все посмотреть, все проверить, зайти на страницу и увидеть, именно ссылки на этих людей, кто, туры вот эти, да, организовывает. Это было моей последней каплей, думаю, да, раз уже эстрада едет и все ок, то, конечно, наверное, стоит попробовать, почему нет. Муж вот этой блогерши, он вообще из моего города родного, из Знакаева, и мама его знакома мне, то есть и у меня вообще не было какого-то подозрения, что они будут чем-то подобным заниматься. Город маленький, там 45 тысяч человек проживает, и все друг друга знают, то есть там, если ты даже человека не знаешь, твое ближайшее окружение все равно знает. Ходят там, я не знаю, к родителям Илюсы, к родителям Раушана. Во-первых, они сюда никакого отношения не имеют, и они тоже проходят по статье вымогательства, потому что они к нам никакого отношения не имеют. Вот, никакого, абсолютно. Вот. И мы тоже можем этих людей провести по статье вымогательства, понимаете? У нас тоже есть адвокат, у нас тоже есть... Но мы просто не пачкаем руки, понимаете? Мы не пачкаем руки. Одна мадама приехала с 2 мужиками к нам домой, к маме. Представляете? Просто приехала к маме. Мама тут моя. Причем просто в тот же день вечером, да, мы сказали ей, вернем деньги вам, да. После чего она весь день писала, и вечером, уже почти 10 часов вечера, она приехала с мужиками к нам домой. Представляете, страх мамы, да? И вот эта неадекватная женщина сидела, ждала, пока мы не перевели ей деньги. Вот, и да, мы купили тур на 3, муж, я и ребенок. Да, на какую сумму примерно? 105 тысяч. 105 тысяч. А что она вам обещала? Она обещала перелет прямой, багаж, проживание, 3-разовое питание, трансфер. Да, 7 дней, да, наверное, там или 10 примерно. Да, 7 дней, да, верно. Первые, кто оплатит в течение часа, отдаю этот тур за 35 тысяч рублей. То есть в течение часа те, кто оплачивает, попадают во все включено в районе GBR, где все уже включено, да, за 35 тысяч рублей в течение часа. Скажите, а такой момент, вот знаете, она иногда, когда записывает сторисы, говорит, в течение часа только можно купить, в течение 3 часов можно купить. Вот у вас, когда вы увидели рекламу, было такое, что какое-то ограничение во времени? Да, смотрите, я не успела в эти часы купить. Что-то меня остановило, надо было, видимо, остановиться все-таки. Вот. Я написала ей на следующий день, говорю, Илюса, говорю, я не успела перевести деньги, говорю, возможно ли это сейчас, уже спустя сутки. Она такая, да, без проблем. И я, значит, купила, да, перевела деньги. Вы просто не первая, кто покупает не в течение часа, не 2, а тоже на следующий день и позже. То есть она принимает деньги, видимо, со всех подряд, ей вообще без разницы. Да-да-да, за 10 тысяч рублей еще никто не прилетал в Дубай. Никогда в жизни. Никто. А вас не пугало то, что очень дешевая какая-то путевка, потому что билеты на самолет там намного дороже стоят, проживание? Вы знаете, я подписана на группы всякие там вот, не буду называть, названия, есть же, которые публикуют дешевые туры, там, дешевые авиабилеты, именно с ручной кладью, с пересадками. И я знаю, что так путешествовать возможно не по тем самым низким ценам, да, которые есть, но вообще это реально. И то есть, как я думала для себя, у меня же нет в голове парадигмы, что они кого-то собираются обманывать. Я думаю, наверное, они ловят такие билеты,
покупают их. Возможно, они выходят в ноль или немножечко в минус и добирают тем, что продают экскурсии, продают питание, продают трансферы. И тем самым добирают. Я просто 7 лет опыта работы в банке, я понимаю, как это работает. Если маржинальность кредита ниже, ты добираешь там комиссионкой. В принципе, логично. Нет, не прокатит, ребят. Поверьте мне, я прожил долго в Дубае, и невозможно там экскурсиями отбить за огромное количество, за сотни людей перелеты и все прочее. Я вам сразу скажу, у нас есть спонсоры. Если вы бы подумали, что ваши деньги идут на содержание других туристов, вы глубоко ошибаетесь. Почему? Я вам объясню. Потому что отдых одного туриста обходится очень дорого, понимаете? И ваших денег, я не знаю, даже одного туриста обслужить не хватит, а к нам приезжают тысячи. Да, и сколько вот вы заплатили, и что она обещала? Что было? Был тур за 15 тысяч рублей. И я давно хотела, и тут 15 тысяч, я думаю, наверное, пора. Тем более продавать За 15. Да, продавать люди умеют. Только сейчас, только сегодня, и больше такого не будет. Думаю, ладно. Позвонила подружке, у нее там что-то не срослось, позвонила сестре, я говорю, полетели. У нас 3 сестры. И она, долго не думая, говорит, полетели, конечно. Перезванивает, говорит, а я с детьми. Я говорю, так я тоже с детьми. И тут перезванивает старшая сестра, говорит, а почему вы меня не зовете? В итоге мы собрались 12 человек, потому что у нас 7 детей на 3 и мужья. Мой муж ехать отказался, сэкономив нам 15 тысяч рублей. Вот. И в итоге мы заплатили, один ребенок у нас младенец, он летел бы бесплатно, и мы заплатили 165 тысяч. 165 тысяч рублей. А как она принимала эти деньги? Принимала, причем абсолютно, знаете, на карту Сбербанка своего мужа. То есть, в принципе, я бы тоже, например, поверил, если бы кто-то на свою карту принимает. То есть, во-первых, она же должна понимать, что если человек напишет заявление в полицию, то вот все доказательства на карту. Плюс вы знаете ее маму. А, кстати, вы маме потом не писали вот какие-то претензии? Я знаю маму ее мужа. И вот сейчас мы объединились все в одну группу, и там девочки, естественно, пишут, кто злой, что давайте съездим к родителям, давайте им писать. Я не сторонник такого. Я понимаю, что родителям сейчас, наверное, тяжелее всего, потому что они среди народа, и они каждый день живут с этим грузом, ходят на работу и должны как-то смотреть людям в глаза. Скажите, а когда вы к ней обратились, она, знаете, любит писать, типа, в течение часа только можно купить, в течение 3 часов. Не было тогда такого, когда вот путевки она ваши объявила, вот эти по 15 тысяч рублей? Ограничений каких-то временных там на покупку. Знаете, как было? Она вышла в сторис и сказала там, только до 6 вечера условно действует предложение. А у меня ребенок маленький, и я, собственно, мне было не до Инстаграм. И сторис это я увидела уже в обед следующего дня. То есть даже время прошло, да? Да, время прошло, и я просто написала ответом, что не успели. Потому что это было первое предложение за 15, до этого самое дешевое, по-моему, было за 20, и оно прилетело мимо. И она мне, нет, вы успеваете, вот если сейчас оплатите, все нормально. И причем первая тень сомнения у меня возникла, когда мы внезапно все 12 человек влезли в тур, который закрыт. Перелеты из какого города она обещала? Она спросила, с какого я города. Я сказала, что я с Казани, и мы с ней переписывались. Я спросила, прямые перелеты или нет. Она сказала, мы стараемся прямые, но, возможно, будет с пересадками. Ясно. В принципе, она, то есть, из любого города может даже приобрести билет. У нее, видимо, связи везде. Да, но она это не скрывает. Она всегда рекламирует, что вы хоть с любой точки России, хоть с любой точки мира, без проблем к нам можете приехать. То есть вообще ограничений никаких нет у них, для них. Я родом из Перми вообще. Переехал в Татарстан жить уже 13 лет назад. Вообще без разницы, откуда ты вообще родом, имя. Хоть Новосибирск, хоть, не знаю, Аляпан, хоть Волгоград, хоть вообще не только Россия. К нам могут прилетать вообще с разных стран. Казахстан, там, Нилер, там всякие вот. Астанадан, кстати, очень много людей прилетают. Из Турции бывали люди, которые прилетают сюда. То есть вообще без разницы, откуда ты, если у вас есть аэропорт, то можно сюда прилететь. День, когда мы объявили, что будут
переноситься даты, да, вообще в целом на 15 число и дальше. И там у нас было более 100 человек, да, должны были прилететь именно 1 августа, должны прилететь были больше 100 человек. И мы их со всеми связались, со всеми переговорили. Очень многие, наверное, 90% перенесли. Начали, естественно, угрожать. Мы сказали, что возврат будем делать в течение недели, да, потому что переводы, да, там огромные. И, естественно, лимиты постоянно превышали у нас. С одной карты постоянно переводить тоже не получалось. Начинаются комментарии вот эти гневные от людей. До этого не было вообще ничего. Я так понимаю, что им обещали, что вот-вот скоро вернем, перенесем. И поэтому люди просто молчали, потому что они ждали, верили. Заметьте, мы ни один комментарий не удаляем. Заметьте. Вот прочтите все наши сторисы, посмотрите, все наши рилсы, посмотрите, там столько смс о том, что мы являемся мошенниками, да, то есть и мы ни один комментарий не удаляем. Если бы мы реально были бы мошенниками, мы, наверное, давно уже все эти комментарии поудаляли, заблокировали бы этих людей и не парились бы вообще. Какого числа вы должны лететь, вы говорите, были? 23 октября. 23 октября. Ну, то есть еще, в принципе-то, она может вас еще отправить путевку? Ну, нам уже написали очень длинное шаблонное сообщение о том, что виноваты блогеры, которые на них обрушили волну хейта, и они заняты тем, что они судятся и готовят иски против тех, кто о них там плохо говорит, ай-яй-яй. И они готовы нас принять с 10 ноября. 10 и ноября. таких готовы вас принять с 10 ноября уже набралось 500 человек, как минимум. Я ей написала, говорю: Илюса, добрый день, у нас все в стиле. И она мне написала такой длинный текст. Я думаю, знаете, о чем она, я говорю сейчас. Всем она отправляет, вот что они не могут, что у них там приостанавливается все, что им все мешают, палки в колеса ставят и так далее. И якобы нужно написать заявление на возврат, либо переносить тур на что-то там на ноябрь или что-то такое. И в итоге, когда люди пишут «верните деньги», вот скрин перевода, они отвечают: здравствуйте, хорошо, в течение года вернем. В течение года вернем. Года! Ну, реально, прикинь, оператор. Это не туроператор, это Вадим оператор, но он в шоке. В течение года вернем вас чего. Вадим, я тебе за съемку-то в течение года верну, ладно? Все. Я написала ей, что меня не устраивает данные сроки, целый год ждать деньги обратно. Все, меня уже никто не читает, меня уже никто не видит. Я календарь переверну, и снова лето у меня. На фото я свое взгляну, и снова загорела я. Ох, как хочу приехать с туром к вам быстрей. Очень смешно, больше не отправляем эту хуйню, понял? Спасибо. Естественно, мимо Шафутинского Дубай пройти тоже не может. Наш тур называется 3 сентября. Если посчитать количество людей, которые сейчас находятся в чате пострадавших, это порядка 500 человек. Как правило, в такие чаты вступает лишь 10% по статистике от пострадавших всей пирамиды, любой, да? То есть смело можем умножать на 10, это 5000 есть людей, которые закинули деньги. Просто 10% из них пытаются что-то говорить. Не пачкаемся этим, резда, понимаете? По сути, вы проходите по статье, организация, как раз-таки организация провокационного движения по зарождению враждебности и ненависти, по другим каким-то еще моментам, да, там, то есть целый список. Вы проходите по этой статье, а у нас уже есть информация, что вы являетесь создателем этой группы, понимаете? И у нас есть номер ваш, у нас есть все, у нас вся информация по каждому человеку, который делал вот эту зачину, да, то есть как бы у нас это есть. Вот вы что думаете, что если бы у нас была бы какая-то вина за нашими плечами, нас бы Интерпол не на... Если 500 человек в телеграм-канале, которые пострадали, и это лишь 10%, то пострадало порядка 5000. Ну, в принципе, я в это поверю, с учетом того, что прямые эфиры, ее сейчас даже в заблокированное время Инстаграма смотрит там порядка 700 человек онлайн. Вполне возможно, 5000 пострадало, 500 официально в чате мы имеем. В среднем одна путевка
у нее стоит от 15 до 60 тысяч рублей. Ну, это средняя где-то, наверное, мы возьмем даже 50 тысяч, а не 30, потому что есть путевки и по 120 тысяч. Вот. Плюс там трансфер и все прочее. То есть, если 500 человек, которых мы имеем, да, точнее, она имеет, мы, значит, умножаем на 50 тысяч, то это получается 25 миллионов рублей. Но если это лишь малая часть пострадавших, и, как я говорил, это в принципе 10%, то пострадавших 5 тысяч. А это уже, знаете сколько? Это уже много очень, да. При том, что люди еще после этих сообщений, после того, как в группе начало прибывать народу недовольных и писали уже комментарии, продолжали продавать туры еще. Вчера даже еще были продажи. Да, и самое интересное, что деньги она может вернуть, но в какой срок? Там скрины были. Да, августа 24 года. И вернет. А что вы тут вот возмущаетесь? А что такого? Мы же ничего плохого-то не делаем, мы же вернем. Кстати, вижу аккаунты, которые у нас сидят на возврате. У нас, соответственно, есть такая проблема с вылетами, да, то есть мы их можем задержать на 1, 2, 3 дня. Здравствуйте, сроки нарушены, возвратов нет. Вообще, по поводу возвратов, это мы ставим себе сроки 1-2 недели. Да, там месяц ставим, да, кому-то там 1,5 месяца ставим. А вообще, в принципе, туроператоры, они в течение года возвращают вот деньги. Деньги мы вернем в течение года. Она мне так и говорила. И что самое интересное, это, знаешь, это не обман и не мошенничество. Отгадай, почему? Все законно. Не просто все незаконно, а то, что я отдавать тебе буду в течение года, это значит, что я не это самое, ну, не соскакиваю. Конечно, я ж никого не кидаю, просто отдавать буду в течение года. Вы что, как люди какие, я не знаю, дикие. Как будто вот эти вам, я не знаю, вот такое ощущение, как будто годами вам деньги не возвращают. А верните деньги, даже если человек вам отдал рубль. Почему он не может? Мы никому не отказывали в возврате. Резда, которая жопу рвет из своей копейки, будет дальше рвать свою жопу, да? Мы таким людям принципиально будем до конца, до копейки, будем по рублю отправлять, чтобы дальше вот так же писала. Когда Илюса говорила в эфире, она, естественно, беременная. У беременной женщины гормоны. И, естественно, она будет на эмоциях отвечать на все те вопросы, которые идут сейчас. Я тоже беременная. Вот. И вот этот мат, это просто эмоциональный выброс идет. А вот если будешь очень много языком своим вот это самое, вот в Дубае здесь, то долго буду отдавать. Горячий песок, а? Горячий, да? Блядь, это так здорово. А вообще по поводу возврат вовремя, если вовремя считать, то вообще делается в течение года этот возврат делается, понимаете? В течение года вы вообще, не зная, не разбираясь в этой сфере, говорите такие вещи. Я не знаю, откуда она взяла такой закон о возврате денег в течение года туроператорам, потому что по 22 закону ФЗ в течение 10 дней со дня предъявления соответствующего требования. То есть вы сказали, верни бабки, 10 дней у нее есть. Но может быть она на законы ОАЭ полагает. А вы туроператоры с договором или как это все происходит? Я не понимаю. Да, мы туроператоры. Туроператоры на основе законодательства Эмиратов имеем право делать туры внутри и снаружи, соответственно, да, то есть, в смысле, за границей. Вот. И все там осуществление бронирования, осуществление проживания, питания, все, что касается отдыха туриста, мы имеем право делать. Эта лицензия не требует никаких ИП в России, никаких других документов в России не требует, потому что она международная. Скажите, а вы видели вот эту лицензию Арабских Эмиратов, что у нее якобы есть, значит, официальная лицензия, то, что она турагент? Вот она как лицензию хвалилась. Видела, да. Лицензия на организацию, действительно, на вот этот Dream Tour, как они называются. Угу. И в момент покупки-то эта организация вообще нигде не фигурирует. Мы договариваемся с физлицом и скидываем деньги физлицу. Но в любом случае, если это законы ОАЭ, то должен быть договор между туроператором и клиентом. А как такового договора нет. Деньги скинул вообще на российскую карточку, да, и что? То есть это нарушение закона, называется просто незаконное обогащение. А если это незаконное обогащение происходит при помощи обещания каких-то
невероятных событий, например, прилетов в Дубай, да, за 10 тысяч рублей, то это значит завладела чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. Это уже 159-я статья мошенничества от 6 лет. Так что я не вижу здесь, что деньги туроператор должен год возвращать. Ну и не забываем о самом лучшем мониторинге обменников криптовалюты, который я вам часто рекомендую. Это Best Change. Ссылка будет в описании. Перейдя на этот сайт, вы можете увидеть рейтинг обменников на данный момент. К примеру, вы находитесь в одной стране, хотите получить деньги в другой стране. В отдельной колонке вы выбираете, что бы вы хотели поменять. Ну, например, с карты Сбербанк получить USDT. USDT выбираем уже во второй колонке. Далее перед вами появляется список, который очень быстро обновляется. И на первых местах находятся лучшие обменники. Вы можете почитать отзывы, зеленым цветом отмечены отзывы положительные, белым те, которые еще не рассмотрены, красным отрицательные. И дальше уже произвести свой обмен. Best Change — это лучший мониторинг обменников, который сейчас существует в интернете. Ссылка в описании. Не забудьте поставить закладочку на этот сайт. Где люди, где? Это же. частный пляж. Бархатный сезон. Частный. Жибиар пляж. Ты спросишь, деньги кому-то отправлял? Тебе вот не интересно? Интересно. Ну, вот кому ты их отправлял? На Сбербанк кому-то отправлял. Ну, не кому-то ты отправлял на Сбербанк. А конкретно? Кому-то. Конкретно? Конкретно Илью Са выдавала свой Сбербанк, на который она принимала деньги за эту всю историю. А Раушан, муж ее, тоже свою прем-карту Сбербанка Язик давал. не принимал, сыночек? А Язик? Да. Сюмбель, сестра Ильюсы, тоже давала свою карту Сбербанк, которая Сюмбель Фанисовна. Фирнас, брат Ильюсы, тоже свою карту давал. Фирнас Фанисович. Короче, Санта-Барбара какая. Да. Гульнас, ну это который мозг, Семейный тоже подряд, свою да? карту давала. Да. Марат Рашадович. Вот. Короче, все карты Пока даже не знаю, привязаны, кто это, да? но если будут выеживаться, все узнаем. Дильяра Ильфатовна. Да, Муфтиев Ринат приехал к ним недавно, работают вместе с Муфтиевой Гульнас. А если кто-нибудь из вас случайно мне в телеграм-канал скинет распечатку по всем переводам этих банковских карт, то я ее тоже случайно выложу. Случайно. Да. А думаю, таких будет много. И скупни сиди, пока здесь нет никого. Видите, наши гости довольны как? Нормально вода? Да, кстати, нормально. Искупнись. Там много ила только. Ила здесь нет. Засасывал. Здесь нефть. Это нефть, это не ила, это Дубай. Засосало. Засосало в Дубае запросто, кстати. Да давай уже. Это Жибиар пляж. Жибиар. Ну, я уверен, что это пирамида, потому что она набирает деньги, привозит туда несколько туристов, ну, наверное, вы уже это тоже поняли. Несколько, я уже поняла. несколько туристов за деньги первых, и остальные ждут января-февраля 2024 года, якобы другие поездки. И как мы сейчас уже с вами узнали, оказывается, принимает она деньги еще и спустя там час, два, три, и на следующий день, и без разницы, и со всех подряд. Ну, значит, ее задача просто набрать очень много денег. А почему мы возвращаем частями? Потому что нужно еще делать вылеты туристам. Туристам нужно делать вылеты, а кому-то нужно делать возвраты. А карты не выдержат, потому что карты это российского плана, и когда идут зарубежные переводы, соответственно, там идут немножко проблемы. Ну, вы уже поняли, да, что с учетом того, что там около 500 пострадавших есть, которые вот в соцсетях сидят, что это невозможно столько людей перевести, и, скорее всего, она уже ничего не будет делать. Возможно. Нет, конечно, это нереально, это все понятно уже давно стало. Уже бессмысленно все эти отговорки и так далее. Ясно. А вы обращались в полицию? Я составляю заявление, да. Вы подаете иск, мы придем в этот суд. Поверьте мне, мы придем. И мы предоставим все доказательства, что мы не мошенники. Самый главный суд – это божественный суд. Понимаете? И какая разница, кто против нас, если с нами Господь? Мы сегодня встречались с юристом, это раз. Я в первый же день, когда это произошло, позвонила в консульство в Эмираты. Ну, собственно, консульство мне сказало, а при чем тут мы? Сказали обращаться к адвокату, который рекомендованный список от консульства есть. Я нашла адвоката, который имеет опыт работы с российскими гражданами и говорит на русском. Он с 2005 года живет в Эмиратах. Он сказал о том, что нужен живой человек, пострадавший именно в Дубае. То есть именно, чтобы он ножками сходил в полицию. Но когда мы начали выяснять, выяснилось, что если
граждане России принимали деньги на российскую карту, и тут Эмираты никак не замешаны, то, в принципе-то, эмиратская полиция ничего делать-то и не будет. Это надо на российской стороне признавать их вину и уже решать вопрос там о депортации или о федеральном розыске. Поэтому сейчас, да, мы уже активно делаем так, что обращаемся в УБЭП, обращаемся в Следственный комитет, обращаемся в прокуратуру, налоговую. То есть инициативная группа, она создана, и на сегодняшний день мы работаем. Насколько быстро сработают, насколько быстро откроется уголовное дело, здесь уже зависит. Ясно, ясно. Свободу, попугая! Мы приехали в гости к нашим гостям. Давайте стучаться. Привет! Ну что, давайте сначала знакомиться. Lamborghini, Ferrari, Bugatti, мыналарны битинде теге өзүбүздө Ирактан эле коюңуна көрөсүң, а жок. Парнуш, иди быстрее сюда. Новое предложение есть. Тебе понравилось отдыхать у нас? Очень. Отлично. Смотри теперь, что есть. Смотри, брат, есть еще яхта-тур за 13 тысяч рублей на 7 дней. Ты говорил, что ты свою яхту за 150 на день рождения снимал. Как 13 тысяч рублей на 7 дней. Включено перелет с пересадками без багажа, проживание на яхте, даты любые на 24 год, кроме января. Знаешь почему? Потому что уже до хера денег набрала. И да чтобы в январе голову не надо, после января уже как бы начинать. На покупку есть всего лишь час. Знаешь, почему всего час есть? Закроются продажи, все. Да, чтобы ты не побежал никому пробивать, правда это или неправда. Сразу бабки давай. А то потом бегаешь, вот это спрашиваешь, что интересуешься. Потом жалеть будешь, что не веришь, купил, не веришь, купил. не доверяешь нам, да, не доверяешь, нам такие не Таких нужны. цен больше не будет. Нам такие не нужны, кто не доверяет. Поэтому ровно 5 минут у вас есть, чтобы купить тур. А это наши гости. Ты спрашивал, где? Где это? С чужими лампами вот. фоткаются, я понял. Да, идешь возле лампы, фоткаешься, я тебе тоже могу так. Да, не доширак, нормальный суп. Я знаю, откуда заказывали, с того заведения. Кичиге обед. Ой. А это кто? Это не знаю, но надо завязывать с обедом. С обедами надо заказывать. Завтрак, обед, кашка ужин. овсяная, блинчики. Да. Брат, смотри, с Рексоной, видишь? Потому что припотеть можно от таких цен. ПМС у нее, кстати, там, видели? Не надо такого говорить. Это, ребят, бля, что испортил, блядь. ПМС, блядь. Короче, неудачная ставка была у тех, кто поверил в такой большой коэффициент, что за такие копейки можно уехать. А для ставочников, для конкретных, я напоминаю, что есть специальный телеграм-бот, благодаря которому вы можете определить, сколько денег вы проиграли в конторе за все время. По ссылке в описании вы можете перейти на этот бот, и он вам покажет, сколько вы проиграли за последние 90 дней, за все время, какую ставку сделали вы первую, какую последнюю, и, в общем, много дополнительных функций. И, возможно, когда вы увидите эти цифры, вы передумаете делать ставки, потому что букмекер частенько скрывает от вас эту статистику. Чтобы вы продолжали играть, не думая о том, что на квартиру в Москве вы уже там денег оставили. Вся Башкирия отдыхает у нас. Башкирия так не реагирует. Ни один в Башкирии так не поднялся. Но нет, Татарстан хает вовсю. Ну, не весь, конечно, альхамдулилля. Есть люди, которые думают в своей голове. Альхамдулилля, есть такие. Это все телеканалы, они сняли фильм про нас, и поэтому я теперь не могу купить путевку, потому что, наверное, эти блогеры работают в окошечке, где билеты продают. Они такие, не продадим. Какая разница, как это может повлиять? Любой негатив, как он может повлиять на тот факт, что ты взяла деньги? Где ты этот год будешь держать деньги людей, если ты их не можешь вернуть? Для нас этот хайп сыграл только в положительную сторону. У нас количество туристов увеличилось в 3 раза, а мы-то на этом плане только выиграли. Понимаете, люди говорят о нас, а доверие укореняется. Понимаете, к нам. Конечно, люди будут качать за свои бабки, и я вам рекомендую делать то же самое, распространять это видео максимально. И Илюса уедет и поедет вместе со своим мужем в таких же стеклышках, как у меня. Успокойтесь. Если вы взяли это в кредит, напишите, что вы это взяли в кредит, укажите проценты, которые вы за это потеряли документально. Мы эти проценты вам вернем, иншаллах. А все те, кто хотят нас потопить, иншаллах, вас никто не топит, верните деньги, имейте совесть, побудьте. Вот видите, это называется манипуляция. Манипуляция на
высшей ценности, на Боге, на религии. Ты одела платок, ты не имеешь права материться, ты одела платок, ты не имеешь права на ошибки, ты не имеешь права на это, ты не имеешь на это права. А кто вы такие, чтобы судить нас? Кто? А? Кто вы такие, чтобы нас судить?